Всем привет! Недавно Джокеры начали выдумывать историю, основанную на простом факте. Чингук, Джей-Хоуп и Чимен пошли в дом Намджуна. С этого момента повествование пошло по совершенно противоположному пути. Прежде всего, следует уточнить, что приглашение не было эксклюзивным, были приглашены все участники, как это было во многих других случаях. Отсутствие некоторых участников было связано не с личными решениями, касающимися свиданий или частных мероприятий, а с предварительными обязательствами, которые они прямо указали. Тэхён не пришел, потому что у него были планы на ужин. Это было прямо указано, когда Намджун спросил о причине его отсутствия. Джин, с другой стороны, объяснил, что не смог прийти, потому что у него была свадьба на следующий день, вполне разумное оправдание для того, чтобы не задерживаться допоздна. Даже Шуга, который все же пришел в дом, ушел рано. Тем не менее, фотография была сделана, и сам Шуга пояснил, что было очень поздно, около 4 утра, поэтому он решил пойти домой. Однако шутники исказили ситуацию, представив ее совершенно иначе. Событие было представлено как свидание Чингука и Чимена. Как это часто бывает, важные детали были опущены. Сам Чимен заявил, что даже не встречался с Чингуком за выпивкой в Корее. Это заявление должно было полностью изменить интерпретацию события, но его удобно проигнорировали, чтобы поддержать версию, не имеющую под собой реальной основы. Реальность была ясна. Чингук и Чимен встречались в основном по рабочим причинам. Компании нужно было, чтобы они работали вместе, и это объясняло их присутствие вместе в определенное время. Тем не менее, многие решили исказить историю. Встреча, на которой присутствовали все участники, как обычно, была превращена в частную встречу. Такое искажение, повторяющаяся модель, факты изменяются и адаптируются, чтобы соответствовать версии, которая выгодна отношениям, которых на самом деле не существует. Компания действительно использовала образ Чингука и Чимена в некоторых проектах. Этот образ затем был продан аудитории, жаждущей большего смысла, хотя реальная ситуация была гораздо проще, они были вместе по работе. Чимен повторил, что они даже не встречались для осмотра достопримечательностей в Корее. Эта деталь снова была замалчена или вовсе опущена. Между тем, отношения Тэкука и Чингука представляли собой совершенно другую динамику. Нет необходимости в постоянном вмешательстве персонала или преувеличенных ситуациях для привлечения внимания. Моменты Тэхёна и Чингука обычно происходят в более приватной обстановке, без навязанного сюжета. Нет очевидной попытки инсценировать сцену для публичного показа или продать искусственный образ. То, что видно, происходит естественно, без чрезмерного преувеличения. Ключевое различие заключается в последовательности фактов. В случае с Тэкуком нет необходимости менять контекст или игнорировать заявление, чтобы подтвердить увиденное. Их совместные моменты разворачиваются спонтанно, и именно это многие признают подлинным. Разочаровывает, сколько людей продолжают искажать историю и защищать неверную сторону, просто чтобы сохранить свои предвзятые представления. Факты очевидны, это Чимен держал Тэхёна за руку, а не наоборот. Тэхён не тянул, не держал и не пытался его остановить, его язык тела и поведение, наоборот, указывали на его желание уйти. Когда кто-то решает уйти, а другой человек остается, наиболее логичным действием является отпустить, это фундаментальный принцип, понятный каждому. Если кто-то решает не отпускать и в итоге страдает, эти последствия являются результатом его собственных решений, а не решений того, кто пытался уйти. Несмотря на это, многие люди упорно изображают Тэхёна ответственным лицом, его представляют злодеем в ситуации, над которой он не имел контроля и не намеревался причинить вред. Такая схема повествования не нова. Всякий раз, когда Тэхён оказывается в неловкой или запутанной ситуации, история часто искажается. Эта история построена таким образом, чтобы защитить одну сторону и указать на нее пальцем. Яркий пример произошел во время концерта, когда Тэхёна толкнули сзади, и он чуть не упал со сцены. Это был опасный момент с потенциально фатальными последствиями. Однако версия, которая впоследствии распространилась, была совершенно иной. Риски, с которыми он столкнулся, были преуменьшены, а инцидент превратился в прекрасную сцену, наполненную похвалой в адрес других. Теперь та же самая ситуация повторяется.
Тэхён не сделал ничего плохого, он даже не принимал активного участия в конфликте, но его все равно обвиняют, потому что другие не хотят отпустить ситуацию. Это разительное несоответствие в отношении к Тэхёну. Понятие ответственности возникает только тогда, когда оно поддерживает определенную версию событий. Когда же это не так, Тэхён становится самым легким козлом отпущения. Многие устали наблюдать, как Тэхёна постоянно обвиняют в ситуациях, которые он не создавал и не усугублял. От него ожидают безграничного терпения, самообладания и понимания, в то время как другим позволяют избегать последствий. На фоне всего этого отношения между Тэхёном и Чингуком являются источником поддержки для многих. Нет необходимости преувеличивать действия или разыгрывать сцены, их близость очевидна в том, как они смотрят друг на друга, в их поддержке в трудные времена и в спокойствии, которое возникает, когда они вместе. Тэхён находит в Чингуке безопасное убежище, кто-то понимает его без слов. Чингук, в свою очередь, проявляет искреннюю, постоянную и заботливую любовь. Эти отношения основаны на уважении, любви и настоящей близости. Поэтому, когда предпринимаются попытки опорочить образ Тэхёна, это несправедливо влияет на восприятие этой связи. Признание правды такой, какая она есть, это проявление уважения не только к Тэхёну, но и к отношениям, которые он разделяет с Чингуком, и к тем, кто ценит честную и справедливую историю. Со временем отношения Тэхёна и Чингука перешли в более приватную фазу. Они больше не так часто появляются перед камерой или делают показные жесты, это не свидетельствует об ослаблении их связи. Напротив, многие поняли, что крепкие отношения не нуждаются в постоянной демонстрации, чтобы процветать. Некоторые отношения, наоборот, развиваются внутренне, становясь более заботливыми и глубокими, и именно это мы видим здесь. Те, кто следил за этой историей с самого начала, признают ее прочный фундамент, связь, построенная временем на основе общего опыта и совместной жизни. Этот фундамент не исчезает только потому, что меняются внешние обстоятельства или внимание общественности. Связь между Тэхёном и Чингуком остается, даже когда она не находится в центре внимания. Иногда она проявляется в небольших жестах, иногда в молчании, но она всегда присутствует. Их близость не зависит от постоянных проявлений, она отражается в доверии, естественной поддержке и непринужденном понимании. Тэхён находит в Чингуке пространство для того, чтобы быть самим собой без фильтров. Чингук демонстрирует заботливое отношение, которое не стремится к вниманию, но кажется уверенным и искренним. Эта динамика отражает связь, построенную на взаимном уважении и привязанности, которая не нуждается в оправдании. Когда отношения достигают этой точки, они перестают быть просто демонстрацией эмоций, они становятся чем-то стабильным. Речь идет уже не о привлечении внимания, а о его поддержании, и в этом их главная ценность. То, что объединяет Тэхёна и Чингука, не зависит от внешнего мнения, они держатся на том, что построили вместе. Поэтому, когда образ Тэхёна искажается, восприятие этой связи несправедливо очерняется. Четкое изложение фактов – это проявление заботы не только о себе, но и об истории, которую он разделяет с Чингуком. Говорить о Тэхёне как об отношениях, основанных на любви, не значит создавать фантазию, это значит признавать реальный процесс, который был очевиден на протяжении многих лет. Связь, прошедшая через различные этапы, адаптирующаяся к личным и профессиональным изменениям и становящаяся сильнее перед лицом невзгод. Привязанность, которая их объединяет, не ослабела с расстоянием или временем, она трансформировалась в нечто более зрелое и осознанное. Такие отношения не требуют ежедневного подтверждения, они признаются через стойкость, верность и выбор поддерживать друг друга даже в неблагоприятных обстоятельствах. Некоторые отношения никогда по-настоящему не распадаются, потому что они рождаются из искренности. Тэкук воплощает именно эту связь, которая остается крепкой, потому что она глубоко укоренена. Все вокруг него внешние комментарии и интерпретации других в конечном итоге всего лишь отвлекающий фактор, оно приходит и уходит, меняет форму и теряет свою силу. Суть остается нетронутой. Реальные моменты, которые они разделяют, взгляды, решения и взаимная поддержка продолжают оставаться частью их истории.
Эти вещи не нужно преувеличивать, чтобы быть ценными, и их смысл заключается в том, что они собой представляют.